Всем привет! Приветствую вас у себя на канале. Это канал про путешествия и жизнь в разных странах. Сегодня впервые мы отправимся на остров Колан, который находится в 10 километрах от Паттайи, чтобы посмотреть, как выглядит вода и пляжи там. Мы сами там еще ни разу не были, поэтому мы отправляемся туда впервые. Если вы там были, то обязательно пишите в комментариях, как вам там понравилось или нет. Ну а о своих впечатлениях я уже буду делиться в процессе этого видео, так что погнали с нами! Кирилл собирается. Какой план? Мы отправимся туда на общественном транспорте. Можно доехать с пирса. Пирс называется Бали Хайр Пьер. Мы сейчас поедем на такси до этого пьера. Мы отправимся до этого острова на общественном транспорте на паромчике. Паром отходит от пирса Бали Хайр Пьер. Чтобы доехать до этого пирса, мы решили выбрать такси и отправиться на такси. Мы используем приложение Grab для использования такси. В общем, мы выбрали такси. Такси сейчас стоит от нашего дома, от нашего кондо до пирса 88 бат. Все, мы вызвали такси и отправляемся на пирс. Мы приехали на пирс, нам тут уже предлагают поездку. No, we need to Katon. No. Tawen Beach. Big Beach. Yeah. Here. How much? One person 150 baht one way. 50 baht? 150 baht one way. 150, 150? Yes. Это 150 baht. One way. Короче, нас похитили. Ну, в общем, как, мы приехали, на нас тут напали, сказали, погнали на лодке, значит, зачем вам этот паром? Я читала в интернете, что типа возят за 300 бат за человека, но в итоге нам предложили довести нас за 150 бат за человека и за 20 минут на лодке, на скоростной. Это лучше, чем на пароме, поэтому мы согласились. Thank you. Вот, в общем, сейчас мы поедем на лодке, я вам все это поснимаю. Остров Колан находится в 8 километрах от Паттайи, и добраться до него можно на пароме, который идет около 45 минут и стоит 30-40 бат. Если честно, эти паромчики выглядели весьма небезопасно, но также до острова можно добраться и на катере, что нам и предложили. Это обошлось нам в 150 бат за человека, и нам пообещали, что уже через 20 минут мы окажемся на острове. Что паромы, что катера отходят от главного пирса Паттайи Бали Хай. Мы поехали. Экшен нереальный. Люди спокойные, видимо, местные. Рядом с нами едут еще два туриста, я не знаю, но они как будто бы или японцы, или корейцы. И, короче, по ним прям видно, что они впервые тоже на вот таком развлечении, и что им тоже очень страшно в этой движухе. А рядом, короче, вся остальная лодка заполнена вот прям точно тайцами. И им вообще так похеру, они в телефоне залипают, а нам прям вчетвером страшно. О, какая водичка прикольная. Какой пакет. О, да. Так, ну что, на самом деле, мне кажется, это не очень прикольно. Здесь лодки прям паркуются в воду, но при этом вода, конечно, все равно выглядит очень чисто. Белый песочек. Относительно самой Паттайи это, конечно, вообще ультра-ультра кайф. решили прокатиться до другого пляжа, посмотреть еще, ну вообще в целом остров. Это будет наше первое путешествие на тук-туке.
Так, тут начался дикий экшен, тук-тук забился полностью, тут еще 2 коляски. Вот. Довольно-таки жарко, довольно-таки тесно, довольно-таки мокро. И это все исходит от нас. По всему острову курсируют тук-туки и байки. Также можно самому арендовать байк и отправиться исследовать остров. Мы выбрали тук-тук, было немного страшно, но и одновременно очень весело. Мы прибыли на пляж Самаэ, тоже вполне оживленный и большой пляж, где есть кафе и рестораны, но людей здесь было в разы меньше, а лодок не было вообще. Правда, мы были там летом, во время низкого сезона. Могу предположить, что с приходом высокого сезона народу там будет гораздо больше. Этот пляж мне понравился в разы больше, и мы отлично тут провели время. Вы посмотрите, какой белоснежный классный песочек. Какая красивая вода. Кирилл вообще в восторге. В общем, здесь гораздо меньше людей, чем на центральном пляже. При этом тут также есть кафе, рестораны, всякие кофейни, всякое интересное. И очень-очень классный пляж. Вообще, по острову есть еще несколько пляжей, но мы уже не стали на них ехать, потому что сильно разморились, накупались и просто валялись уже и наслаждались прекрасными видами. Конечно, этот остров – это не отдельный самостоятельный курорт, но будет прекрасным вариантом, если вы остановились в Паттайе и хотите увидеть живописные пляжи и насладиться пляжным отдыхом. Но если у вас возникнет желание, то вы спокойно сможете остаться тут переночевать, так как варианты для этого тут имеются. Вообще у данного острова есть одно большое преимущество – это климат. В этой части Сиамского залива сильные штормы – большая редкость. Когда в других частях Таиланда царствует дождливый сезон, на острове возле Паттайи обычно сухо и солнечно. Конечно, дожди тут тоже случаются, но не такие сильные и не так часто. Нам с погодой очень сильно повезло, и мы прекрасно провели время и хорошо отдохнули. Тут, конечно, так размазывает, такое состояние чильное, ленивое, капец. Мы решили раздобыть немного еды и перекусить, ну или просто хотя бы попить какого-нибудь коктейльчика. Слушайте, ребята, я так люблю тайскую еду, это просто какой-то капец. Мой фаворит — это том-ям. Я вот заказала себе, как обычно, с креветками. И пад-тай, тоже очень вкусно. Ну и жареный рис я тоже люблю. Больше из этого всего я на самом деле не знаю, есть еще какие-то блюда, напишите мне в комментарии, прям вот прикольные, которые можно попробовать. Мы в основном подсели на том-ям, на пад-тай и на жареный рис. В общем... Давай, Кирюха! Волны кончились, поэтому импровизировали. О, нормально. Мы решили сегодня уже целый день здесь не проводить, тем более, что мы не загорая, прячась от солнца, все сгорели напрочь, просто мы все красные, поэтому мы, короче, уже погоним сейчас обратно домой в Паттайю. Спасибо, что провели это время с нами. Остров этот класс, только надо выбирать нужный пляж. На центральном пляже лучше не оставаться, лучше выбираться вот на вот этот, как он еще раз, Кирилл? Самае. Мы подпишем все. Приезжайте сюда, здесь поменьше народу, при этом есть также кафешки всякие, кофейни, инфраструктура хорошая, не так много лодок, точнее их вообще нет, море, пляж, в общем, прикольно, нам понравилось. Всем пока!